На самом деле, когда вот так сидишь, крыша поднята, есть ощущение, что ты реально в каком-то большом автодоме. Но если кровать так вот опустить, то прям сразу ты едешь в какой-то маленькой легковушке. И забавно, вот так вот ремешком пристегнулся, здесь едешь на ходу. В обычном Форде Транзит и можно блины прямо здесь жарить, не знаю, беляши, картошечку. Вот так вот достаешь селедочку, холодненькую водочку и прямо здесь в дороге кайфуешь. Потом опускаешь все вот это. Хоп, хоп, у тебя фудтрак. Интересно, конечно. Ощущения странные. Привет, вы на канале Яхты на колесах. Меня зовут Антон, а мы в Германии, в Штутгарте, на выставке 2023 года. И сегодня мы на стенде Karmann посмотрим вот такой компакт-вэн от Ford, на шасси Ford Duncan 495. Мы сегодня с вами будем смотреть городской вариант. Почему городской? Потому что здесь у нас передний привод и автоматическая коробка. Но также здесь представлен абсолютно аналогичный вариант, то есть планировка, все будет то же самое, только полный привод. И вот, к сожалению, Ford не может сочетать пока что так, чтобы был и полный привод, и коробка-автомат, поэтому если мы выбираем полный привод, то у нас будет механическая коробка. Эта машина немножко прототип, она не доделана, поэтому она закрыта, мы ее с вами посмотреть не можем, но смотрим аналогичную городскую, разница только вот в автомате и в полном приводе. Габариты машины: 4,97 длина, 2 высота, 2 ширина. Мотор у нас 2-литровый, 105 лошадиных сил. Вес машины 3 тонны ровно. Указано у нас здесь все. Остальное идем смотреть внутрь. Кабина у нас Ford Transit. Кто видел уже, тот понимает, что здесь особо каких-то изменений, инноваций нет. В целом, что стоит отметить? Есть кнопочки на руле, круиз-контроль обыкновенный, спид-лимит, автоматическая коробка-автомат в данной комплектации, в данном случае, парковочный ассистент, парктроник, по сути, обыкновенный, кондиционер, не климат-контроль, обыкновенный, выставляем мощность вентилятора и температуру, вернее, не температуру, а силу, с которой у нас идет холод или тепло. И вот такая мультимедийная панель. Здесь у нас, по идее, есть CarPlay и все возможные современные штучки, там подключение телефона по Bluetooth, чтобы можно было громкой связью пользоваться и так далее. Прямо здесь же в кабине расположена вот такая панелька. Здесь мы можем управлять и видеть все показатели самого автодома. Заряд аккумулятора, причем здесь 2 аккумулятора, вот мы можем в кабине посмотреть сколько, и в жилом отсеке. Включить-отключить насос, отключать-включать освещение, давайте, кстати, его включим, и посмотреть, сколько у нас воды в баке с чистой водой. Как я понял, бак с водой здесь всего-навсего 50 литров, как в прицепах примерно. Но оно и понятно, машинка у нас маленькая. Прямо по ходу движения у нас расположен ряд кресел для пассажиров. Соответственно, места у нас вообще удивительно, но рассчитана машина на 5 путешественников. И даже как будто бы считается, что здесь 5 спальных мест, хотя я, по большому счету, по ощущению, вижу здесь 4. Но давайте разбираться. Ремни. Все абсолютно безоговорочно 5, 2 в кабине, разворачиваются кресла, и вот еще 3 подголовника, 3 ремня безопасности. Спальное место у нас получается из этой вот всей истории. Давайте прям попробую при вас это разложить, если найду все фиксаторы. Может быть, даже и найду. Да. Вот так вот тянем. Открывается вот эта часть вперед. Это получается 1. 2. Сейчас надо здесь как-то вот перешагнуть. Просто, по идее, это лучше делать из прохода. Тогда все становится немножко проще. Вот. Тянем за хлястик.
и открывается центральная часть, опускается. Эта подушка перекидывается сюда. Ну и потом мы все это сдвигаем вперед и опускаем еще вот эту вот часть, и получается, что здесь кровать. Считается, что вот эта кровать может быть как бы на троих. Расстояние здесь где-то 130 сантиметров. На картинке указано на троих. Ну, на мой взгляд, все-таки двое здесь комфортно разместятся. Если особенно еще положить сверху какой-нибудь матрасик, чтобы выровнять поверхность, тогда будет прям нормально. Трое, не знаю. Но, тем не менее, вот технически, если в тесноте и не в обиде, то как бы это возможно. Опять-таки, все это поднимаем обратно. Сейчас так вот. Раз. Два. И все. Теперь это пассажирские места, на которых мы едем дальше. А едем мы в сторону кухни. Газовая плита на 2 огня у нас здесь расположена. Небольшая моечка. Все это в едином модуле. И даже, на удивление, осталась небольшая рабочая поверхность. Есть электроподжиг, плита газовая. Внизу ящики. Компактные, но, тем не менее, под столовые приборы будет достаточно. И небольшая полочка под раковиной. Ниже расположен холодильник. Совсем компактный, не знаю какой объем и нигде не указано, но можете оценить примерно визуально. Далее сбоку есть еще вот такой шкафчик, тоже для хранения вещей. Далее у нас небольшой газовый отсек. Здесь можно поставить один баллон. От газа у нас работает, по сути, только плита. И, возможно, может работать холодильник. Но это очень мало потребления. Печка у нас Webasto. Работает от дизеля из общего бака. И выше еще вот такие полочки, места для хранения вещей. Дальше есть совершенно такие маленькие вырезы по всей длине, потому что там у нас как раз расположен бак с водой, и места уже особо не остается. Самая главная фишка – это, конечно, подъемная крыша. У нас маленький городской автомобиль, и при этом мы здесь можем ходить в полный рост, если поднимем вот эту палатку. Но это не только увеличивает нам пространство, чтобы здесь перемещаться. Самое главное, что здесь есть кровать. Так и получается как бы 5-4 спальных мест, потому что наверху у нас прям полноценная двуспальная, а вот это уже можно скорее назвать трехспальной теоретически, кровать. Но все-таки, наверное, 2 и 2 будет самое комфортное. А лучше вообще просто двое. Тогда вообще прекрасно. В такой машине можно перемещаться. Да, ну вот, соответственно, что у нас? На этой кровати есть фонарики светодиодные с USB-розеточками с двух сторон и небольшая полочка, чтобы положить какие-то вещи. По сути, такая прикроватная тумбочка. Сзади, со стороны багажника, мы можем видеть здесь еще розетки USB 220 и 12 вольт. Небольшой шкафчик наверху, светодиодная подсветка. И сейчас, даже при том, что сиденья сдвинуты максимально в заднее такое дальнее положение, здесь есть немножко места в багажнике. Но сиденья можно все сдвинуть сильно вперед. Вы видели, что там очень много места, когда я сидел. Соответственно, во время движения мы можем их сильно сдвинуть вперед. Получится обычная такая легковая машина, но с достаточно просторным багажником. Также сзади у нас есть вот такой вот выход. Это возможность подключить душ. Душ здесь возможен только уличный. Вешаем какие-то шторки на вот эту вот открытую крышку. И получается, что вот это пространство такое на улице летом можно использовать как такую небольшую персональную душевую. Туалет в этом автодоме не предусмотрен. Кстати, если вас интересует вариант с туалетом в таком компакт-вене, то переходите на канал, там уже есть обзор. А вот Бюрснер, мы смотрели похожую машину, и там был даже реализован туалет. Компакт-вен Duncan 495 от Karmann мы сегодня с вами посмотрели. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу вообще такого типа автодомов, насколько их можно считать автодомами, нравится вам или нет, интересно ли было бы себе, может быть, такой выбрать или рассмотреть как вариант. Напоминаю, есть полноприводная версия на механике, а это у нас переднеприводная на автомате. Вся подробная техническая информация, которую мы сможем найти к моменту публикации ролика, будет по ссылочке в описании. И также там ищите цену, а если ее там нет, то пишите в комментариях по запросу, вам ее постараются предоставить. Потому что информация на стендах не совсем корректная, зачастую за выставочные образцы или на сегодняшний момент, а уже завтра с выставки, когда ее захочешь купить, уже будет другая цена. А уж тем более с нашим курсом там и всеми сложностями в России тоже. Поэтому мы цены не указываем в ролике. Они могут быть просто сильно некорректными. Может быть, как ниже цена спустя время, так и выше. Это вообще непредсказуемо даже здесь. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие ролики из Штутгарта. Мы смотрим разных производителей, разные классы автодомов. Вот, и ставьте колокольчик, чтобы увидеть их первыми. Меня зовут Антон, это канал Яхты на колесах. До новых встреч. Пока.